Доброго времени суток, дорогие зрители. Пускай выступление команды Na'Vi уже закончилось на этом турнире, но тем не менее мы продолжаем выпускать интересный контент. Сегодня мы с вами пройдем полную такую вот экскурсию по Lanxess Arena. Поехали! Как только вы заходите на территорию Lanxess Arena, вас встречает ESL Shop. Вот такой вот огромный стенд с разным мерчом разных команд, где вы можете купить атрибутику любимой команды, в том числе, естественно, и команды Na'Vi. Также прямо напротив стенда ESL Shop расположено много разных спонсорских плюшек. Ну а мы пройдем на наш любимый стенд, по-другому мы его и не сможем назвать, ведь это стенд HyperX. Прямо тут на стенде представлена вся линейка игровых наушников от HyperX. От самых первых HyperX Cloud и до самой последней модели, которая сейчас является хитом продаж и хитом вообще в использовании. Это HyperX Cloud Revolver. Я думаю, каждый слышал об этой модели, и каждый, кто еще ее не купил, уже начал собирать деньги именно на эту модель. Также на стенде HyperX вы можете попробовать HTC Vive. Очень классная штука, я сам попробовал и насладился. Также такая забавная штука, прямо на стенде есть ковры, подписанные разные команды. Например, вот здесь есть ковер, подписан от Team Liquid. Ну и, к сожалению, это все от команд, но также вы можете здесь приобрести разные SSD-шечки или плюшки к своему компьютеру. Ну что ж, вроде бы в этом павильоне мы посмотрели абсолютно все, а сейчас пройдем на сам стадион. Перед тем, как я вас проведу на Lanxess Arena, сделаю экскурсию по ней, хотелось бы пару слов рассказать о Кёльне и об арене как таковой. Этот стадион является домашним стадионом хоккейной команды, но сейчас, в данное время, поскольку игр нет, арена с легкостью трансформируется в стадион или площадку концертную площадку для разных исполнителей. Например, сюда уже в октябре приедет Джастин Бибер, ближе, по-моему, в конце ноября приедет Селена Гомес, и между ними где-то будет группа Nickelback. Поэтому, если у вас есть возможность, то приезжайте в Кёльн не на ESL One, но на концерт любимого исполнителя. Перед каждым стендом здесь на стадионе очень большая очередь, потому что люди понимают, что отстояв эту очередь, в конце вас ждет всегда что-нибудь прикольное, какая-то плюшка от того или иного производителя. Ну, в принципе, если не за КСом, то зачем еще нужно приходить сюда на такие фестивали? Также арена очень удобна тем, что практически по всему периметру расположены некие такие снэк-бары, в которые вы можете зайти и купить пиццу или же чего-то еще, или выпить Red-Bull с какой-то другой вкусняшкой. Поэтому очень удобно и комфортабельно. Также, что хотелось бы еще отметить, то, что по всей арене, неважно, вышли ли вы там по нуждам, или же кто-то вам позвонил, вам нужно было встретиться за периметром Lanxess Arena, по всей арене расположены мониторы, на которые вы можете смотреть игру прямо онлайн, то есть это очень и очень удобно, как по мне. Кстати, сегодня мы снимаем это видео в субботу. Народу стало намного больше, потому что в пятницу было не так много, то есть сейчас именно толпа, откровенная толпа здесь на Lanxess Arena, и это не может не радовать. Киберспорт стал воистину популярным. Ну а сейчас мы пройдем на стенд, где фанатам любой из команд могут нарисовать лого на щеке, на лбу или как татуировку Алушта 2008, вот, перебить ее на лого любимой команды. Пройдемте. Здесь просто вот лого ESL One. Я думаю, будет здорово, если вы посмотрите. Оно еще не доделано до конца, но работа идет. На самом деле это круто. Вы знаете, вот очень много вещей переходят из традиционных видов спорта к нам в киберспорт. И это одна из них, когда фанаты окрашивают себя в цвета любимых команд. Такие вот люди фанатеют больше по тем или иным вещам. Это супер, это здорово. Также еще одним таким развлекательным стендом является некая игра на реакцию, с которой ты вот соревнуешься со своим товарищем или просто с каким-то рандомным человеком. Мы еще не играли с Виталием, но я думаю, у Виталия нет шансов, поэтому смотрим. Насколько я знаю, данная игра, по-моему, даже используется в спорте, то есть спортсмены тренируют свою реакцию, и вот это способствует этому. Видите, вот люди проецируют это на развлечения. Отдельно стоит обратить внимание на то, что
безопасность во время этого ивента на очень высоком уровне, очень много стюардов, которые помогают тебе найти то или иное место, если ты запутался или потерялся. Сейчас мы придем вниз, да, где мы показывали вам обзор в первый групповой день, но его немного изменили. Поехали. Ну что ж, вот мы и спустились вниз, и если вы смотрели обзор первого группового этапа, а я надеюсь, вы его смотрели, первого группового дня, на этом месте у нас была игровая зона. Сейчас же ESL переделала эту зону вот такую вот в место для автограф-сессий. Но автограф-сессию могут получить только те, у кого билеты премиум класса. Вчера, если не изменять память, то уже Face Clan, Envious, G2 и многие другие команды дали свои автограф-сессии. Насколько я понимаю, то сегодня очередь Na'Vi и другие команды, которые, к сожалению, оступились в первом плей-офф раунде. Традиционную стену для интервью или каких-то вот фотографий перенесли сюда, вниз, поближе к пресс-зоне, которая сейчас вместо второго этажа находится прямо за этой стеной. Ну что ж, а вот и сама пресс-зона, та, которая была первых 3 дня на втором этаже, сейчас же она находится прямо здесь, прямо возле автограф-зоны или выхода на стадион. Ну что ж, и сейчас самое время пройти на сам стадион, на само место проведения ESL One Кёльн. Сейчас народ только подходит к первому матчу Virtus.pro против SK Gaming, но уже стадион выглядит неплохо, точнее, выглядит он забито. А вот и сама сцена. Пускай сцена не выглядит настолько величественно, как это было в Катовице. Я был не на многих турнирах по CSGO, к сожалению, но был в Катовице, и сцена была там суперской. Но, тем не менее, сцена здесь выглядит тоже очень и очень симпатично. Позади меня аналитик деск ESL One Кёльн, англоязычные трансляции. Именно отсюда вы можете наблюдать абсолютно всю аналитику, которая происходит на трансляции. Также, пообщавшись немного с игроками про место, про сцену, с которой они играют, я собрал маленький фидбэк. Так вот, игроки выразились в один голос с отрицательным таким вот отзывом о том, что кабинки, точнее место, где они играют, это не закрытые кабинки, а это открытые такие вот площадки, и ты можешь слышать какую-то инфу, независимо от того, что у тебя звукоизолирующие наушники. Поэтому не то чтобы это минус от ESL, но на это стоит обратить внимание. Кстати, насчет девочек. Радует то, что очень много лиц женского пола, представительниц женского пола присутствует сегодня здесь на турнире ESL One Кёльн. Ну, это супер. Как и на любом стадионе, на Lanxess-арене есть VIP-места, есть места для прессы и так далее. Так вот, насчет VIP-мест. В этот раз VIP-места выделили для команд. У каждой команды есть своя VIP-рум, VIP-комната, в которой они могут смотреть игры. Находится данная комната на втором ярусе. Вы можете увидеть его, он сзади меня прямо. В одну из таких комнат мы сделаем вам экскурсию. Естественно, это будет комната Натус Винцера. Огромным удивлением, приятным удивлением для меня стало образование некого ультрас-сектора, а именно польского сектора, польского угла, они себя так называют, фанатов команды Virtus.pro. Я искренне надеюсь, что в скором времени такой вот сектор будет у каждой команды, которая приезжает на LAN в ту или иную страну. Но радует то, что ребята поддерживают свою команду и делают они особо это громко во время турнирных игр. Ну что ж, вот вроде бы мы и показали вам арену изнутри, и сейчас мы, как мы и обещали, мы пройдем на верхний VIP-ярус, где мы посмотрим комнату Натус Винцера. Ну что же, вот наконец-то мы и добрались до той самой сокровенной комнаты, в которой игроки и менеджмент отдыхают между играми, когда у них есть перерыв, собственно. Сейчас Виталий зайдет и пройдет вам маленький экскурс со своей замечательной камерой, ну а я буду вас ждать тут, на выходе.
вроде бы как мы показали вам абсолютно все, что можно было показать, а то, что нельзя показывать, мы не смогли. До скорых встреч, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.